Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 3 по 9 июня. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Что думают Таро по поводу вашего знака зодиака и предстоящей недели? Конечно, будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, о том, что вы чувствуете, что переживаете. Но я надеюсь, мы с вами, дорогие весы, проведем приятное время и все равно какую-то подсказку вы получите. В нашем еженедельном традиционном раскладе мы зададим ключевые вопросы, что важно знать. Или, может быть, как сфера жизни, которой вам придется заниматься, где-то коррекцию вводить планов своих. Думали одно, а получили что-то другое. Ну, давайте будем узнавать. Итак, что важно знать? Неожиданности или чего мы не избежим? Чему сейчас не время, как видят карты? Или что может помешать? Что же вам будет помогать? Что будет радовать? Что скрыто? По основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Энергия денег на этой неделе для вашего знака. И личная жизнь. Итак, что же для вас важно? Ах ты, боже мой. 15-й старший аркан. Это что-то хочется сделать по-своему. Или это страсть, мои дорогие. Все-таки аркан дьявол – это сильное, может быть, увлечение. И буквально физиология, которая давит на наши холодные эмоции или на какую-то нашу составляющую часть души, назовите это разумом, или назовем это интеллектом, потому что нам именно хочется чего-то добиться. Отчасти эта карта говорит о чем? У вас достаточно физических сил для того, чтобы воплотить свои мечты в какую-то реальность. Или достаточно физической формы для того, чтобы чем-то заняться, участвовать, может быть, в каком-то соревновании буквально. Силой нас все-таки 15-й аркан наделяет, да. Но, с другой стороны, если мы чего-то делаем или что-то, к чему-то относимся, как, знаете, желание свое поставили в центр, но вместе с тем утратили реальность, не замечаем, что происходит вокруг нас, не замечаем какой-то сложившейся обстановки, то тогда мы становимся уязвимы. И одновременно таким образом попадаемся на удочку 15-му аркану. И вот нам уже показан очень привлекательный молодой человек, изображен на этой карте, но он руководит, и мы можем оказаться в роли марионетки буквально, когда мы, в общем-то, зависимы от своих желаний или от своих каких-то намерений. Цель ведь у нас не меняется, а вот намерения мы можем так слегка подкорректировать в зависимости и от тех условий, в которых мы находимся, или что у вас на данный момент происходит в жизни. Быть реалистом определенно стоит. У кого-то из вас, мои дорогие, это может быть как решение финансовых вопросов. И здесь тоже важно не просчитаться. Иметь холодный аналитический ум, чтобы совместить наши желания с нашими возможностями. Но как раз Его Величество случай может произойти на этой неделе. Нужно быть готовым к тому, чтобы мы с собой не рисковали. Помните, что по 15-му аркану идет какая-то игра. И эта игра перестает быть нашей собственной, как только мы как раз утрачиваем связь с реальностью. Давайте посмотрим дальше. Вот совершенно неожиданно. А вот правда тут что-то может получиться. Кто-то получит из вас, к примеру, гонорар. Все-таки 15-й аркан – это у нас в первую очередь. Если мы сказали страсть, любовь и деньги. Кто знает, может быть, соединение того и другого, но в результате победа, мои дорогие, в неожиданностях вы чего-то добиваетесь. И тогда по 15-му аркану вы, конечно, можете быть чем-то воодушевлены. Или пусть это небольшой пункт в вашей жизни, но, тем не менее, это есть как ваша победа, это какой-то результат, так или иначе, который вас побуждает на новые подвиги, мои дорогие весы. Вот с подвигами будьте аккуратны. Но, правда, какое-то дело вы будете видеть, что да, у меня получается. Или, может быть, это ваше личное дело. По работе какие-то подвижки происходят или в вашем бизнесе.
и пора выруливать на обгон. Ну да, как будто и сил у нас достаточно, и обстоятельства вроде как складываются в нашу пользу. Надо сказать и планетарно. Эта неделя для вас может быть очень знаковой. Будьте внимательны. Чему сейчас не время? Вот конкретно говорят, не время вашему эго. Не теряет связь с реальностью. Прекрасная карта Солнца. Вы движетесь в правильном направлении, нам об этом говорят. Но если мы поставим себя на первое место среди обстоятельств, среди людей, если это, к примеру, о чем я говорю, если мы начнем кому-то что-то доказывать, именно исходя из собственных побуждений, видения обстоятельств, или когда мы видим свои желания, не видим, может быть, тех людей, которые нам прежде помогали, или мы не видим сложившейся обстановки, которая уже начинает меняться, тогда мы себе повредим. По этой карте прекрасная, шикарная аркан, который, с одной стороны, говорит, у тебя сейчас сильная позиция, но не время рисковать. И это все то, что я говорила по 15-му аркану. Самодостаточность вообще чувство очень положительное, то, которое формирует уверенность в себе. Но если мы так немножко по полочкам разложим и говорим про самоуверенность, это неплохо ее иметь, неплохо, лучше быть самоуверенным, нежели постоянно в себе сомневающимся. Но давайте отделим зерна от плевел. Самоуверенность часто граничит с самонадеянностью. Вот как раз в этой позиции карта Солнца и говорит, что если ты будешь самонадеянный, а когда у нас все хорошо, с нами такая метаморфоза и происходит, то ты тогда не увидишь какой-то подвох. Или когда эта игра, ваша игра, будет уже чьей-то игрой. Когда вы кому-то на удочку попадетесь и даже не заметите, как это произошло, а потом мы будем героически что-то преодолевать. У вас сейчас сильная позиция, поэтому нам говорят, пользуйся удобным случаем или удобным моментом, но не теряй связь с реальностью в очередной раз. Повторяюсь, и не делай ничего чересчур, чтобы тебе в последующем могло осложнить жизнь. Вот еще пока, наверное, ну не та точка отсчета, когда мы можем действовать без оглядки. Что вам помогает? Само по себе решение. И карта туз жезлов, это может для кого-то из вас означать важный какой-то вывод в жизни, или когда вы готовы взять на себя обязательства какие-то, или когда вы решаете быть человеком конкретным, или это может быть, мои дорогие весы, если вы прежнее время, все-таки 15-й аркан, если мы говорим про деньги, дополнительный доход, ваше личное дело, или дополнительные источники дохода, когда вы имеете намерение и поставите себе цель, что да, я теперь буду что-то развивать, или я от слов приступаю к действиям, или от моих мыслей, которые до этого времени выстраивались в какую-то конфигурацию. Теперь я тоже перехожу к действиям, когда мы не просто думаем, а мы что-то делаем. Но это еще туз жезлов нам говорит, начальная стадия, это еще какое-то зерно наших будущих свершений. И в контексте, что солнце выпало, когда нам говорят, ты немножко так себя притормаживай. Ведь это карта выбора правильного направления на полгода. И поэтому что-то будет меняться, мои дорогие весы. Вам придется в последующем корректировать планы. И вполне вероятно, не думайте, что вот какой-то ваш теперешний период или ваше видение процесса, неважно какого, неважно в какой сфере жизни, в личной или в личных достижениях, что это останется неизменным. Перемены они будут. И у вас выпадает два серьезных старших аркана. Дьявол и солнце. И вот с этим солнцем, с ним нужно правильно совладать, потому что часто оно давлеет над нами, или по 15-му аркану нас как будто что-то подстегивает спину и говорит «быстрее, давай быстрее». А карта нам говорит «да нет, намерение прекрасно, но все должно согласовываться еще и конкретно с обстоятельствами. Вот такая неделя. И хоть победа есть, но часто и шестерка жезлов нам о чем говорит? 50% добиться какого-то успеха или взять какую-то высоту. Остальные 50% в нашей настойчивости. В умении продолжать, удерживать заданные позиции. Или
контролировать, опять же, что происходит вокруг, что скрыто. Вот и все то, что я только что говорила, карта об этом как раз и говорит. 7 пентаклей. Сбавь ход. Хорошие, добрые дела наспех не делаются. И значит, будут какие-то задержки. Поэтому не будьте безапелляционным. Вам потребуется настойчивость, терпение и умение, ну, где-то правильно оценивать, опять же, ситуацию и вносить коррективы. Нам по 7 пентаклей дерево показано, практически денежное. И, может быть, за этим деревом придется ухаживать. Что-то будет продолжаться в вашей жизни, и эта траектория, допустим, по 15-му аркану вам может казаться более короткой. А с учетом 7 пентаклей, что скрыто, вы можете пока не замечать, или не знать, или не предполагать, как в последующие полгода разовьются события. И вот вам, как на последующие полгода, придется сохранять свою цель, но при этом вносить коррективы в собственные планы. Поэтому не торопитесь. Дела, работа, бизнес. Карта заслуженного успеха, которая нам говорит, что придется определенный путь жизни пройти в одиночку, исследовать непознанную землю без карты, быть готовым к неожиданностям. И если у нас хватает мужества идти вперед в одиночку, тогда у нас получится осуществить то намерение, которое очень важно для нас, или достичь собственной цели. Для кого-то конкретно вопросы, связанные с переездом, на этой неделе активизируются, потому что вы приняли какое-то важное решение. И это может касаться как и работы, релокации офиса, смена вашей работы или смена направлений в вашей работе, или присоединение дополнительного дохода. К примеру, когда вы можете даже получить первую прибыль с учетом верхнего ряда карт. Но нам говорят, нет, и не успокаивайся, потому что что-то либо потом может пойти не так, и тогда тебе нужно не терять самообладание. Это не значит, что что-то не получится, а тебе потребуется терпение, настойчивость. Может быть, как обстоятельства, которые сильнее нас, обстоятельства непреодолимой какой-то силы, нас тоже заставят как-то пересмотреть свою стратегию и тактику. И к этому нужно быть готовым, как я сказала, быть готовым к неожиданностям. Какие бы вы тут планы себе не ставили. И если у вас будет достаточно мужества и настойчивости, тогда точно какой-то проект ваш получится. Но уже на этой неделе определенно у вас есть какой-то результат. Но все продолжается, понимаете? Это только самое начало. Финансы. Карта «Мир». Тут, правда, кто-то получит деньги, конкретно какой-то вывод, или, может быть, это прогресс по вашей работе, смотря чем вы занимаетесь. Нам не говорят, что денег не будет, или нам одновременно не говорят, что мы их как-то тратим. Все же в сочетании двух старших арканов, 21 и 19, мира и солнца. С одной стороны, вы видите прибыль конкретно, или у вас деньги практически есть. Но если солнце выпадает, опять же, мои дорогие весы, в позиции «чему сейчас не время», то время экономии. И по 15-му аркану есть риск все спустить, потратить в надежде на то, что мы получили итог и можем успокоиться. Порадовать себя определенно стоит, потому что что-то у вас получается. И это означает мир, гармония, какой-то прогресс, более уверенное видение своего завтрашнего дня. Ну и сегодняшняя ситуация тоже добавляет вдохновение. Но здесь нужно просчитать, как какие-то наши первые шаги переросли в уверенное будущее завтра. По аркану «Мир», правда, тут многое может осуществиться для кого-то из вас. Если это касалось переезда, может, к примеру, на этой неделе, если именно такая задача стояла перед вами, когда вы продаете недвижимость, это тоже где-то из разряда деньги, финансы, и желаете купить в другом месте, то может быть подвижка в том плане, что появится покупатель. Но тогда карта говорит, да, если у тебя проходит одна сделка, значит, на последующий какой-то период, может быть, ты быстро не купишь. Или этот покупатель, он вроде появился, но придется какие-то коррективы вам вносить. Одним словом, вы будьте прозорливы и внимательны
как и к финансам, так и к своему будущему. В личной жизни королева чаш. Могут произойти изменения у вас, мои дорогие весы, как по части вашей любви, вашей личной жизни, изменения в вашей семье, какие-то новые возможности. Но пока по королеве чаш это все больше эмоции. Эмоции приятные, вас это вдохновляет, но руководить эмоциями определенно стоит. Да, королева чаш может говорить и о чувствах очень сильных, с учетом 15-го аркана, но не терять, опять же, связь с реальностью. Может быть, это как известие от вашего партнера по браку или от вашего партнера, с которым у вас была дружба, а тут вам могут сделать предложение руки и сердца. Нам не говорят, что как-то это будет быстро, поход под венец. Если правда вам кто-то сделает предложение, могут быть какие-то задержки, и здесь, безусловно, у каждого по-разному. Может быть, не готовы документы, может быть, ваша личная история, она какая-то непростая, а у вас прежние отношения, и еще что-то нужно завершить де юре, или решить, опять же, какие-то вопросы. Поэтому к терпению где-то нас тоже карта это призывает. Но благополучная неделя, вы знаете, мои дорогие весы, самое главное, вот в хорошем смысле азарт не растратить. Чтобы не было так, что мы выдохлись на первом этапе, а на продолжение нас не хватило. Вот об этом же шестерка мечей говорит. С одной стороны, 15-й аркан, правда, вам помогает. Но помните, чтобы управлять своей жизнью самостоятельно и не включиться в какую-то ненужную игру, вам придется держать руку на пульсе. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.